Друзья, всем привет! Для максимально продуктивного изучения и понимания электроники необходимо прежде всего освоить некоторый базовый минимальный объем знаний. А далее, уже имея эту базу, можно добавлять к ней следующий логически связанный уровень информации. И таким образом постепенно расширять и углублять свои знания в электронике. Ошибкой многих начинающих электронщиков является то, что они постоянно перескакивают из темы на тему, без какой-либо структуры. Например, сначала посмотрели, как работает транзистор, потом посмотрели, как резистор, потом конденсатор, потом рассмотрели закон электромагнитной индукции, потом закон Кирхофа, Ома. И такая бесструктурность приводит к существенному замедлению в понимании электроники. И в лучшем случае это может закончиться обычным слепым копированием чьих-либо схем. Однако при правильном подходе можно относительно быстро научиться разрабатывать свои собственные электронные устройства, а не просто повторять за кем-то чьи-либо схемы. Кроме того, имея крепкую базу в электронике, можно в дальнейшем довольно-таки быстро освоить ремонт какого-либо электронного оборудования. И здесь опять же часто начинающие ремонтники делают ошибку, начинают конкретно ремонтировать какие-либо устройства, не освоив элементарные основы электроники либо электрики. Поэтому при работе с электричеством, в любом его проявлении, будь то электроника либо электрика, разработка электронных устройств, либо ремонт электронных устройств, необходимо прежде всего освоить некоторый минимальный, скажем так, несгораемый объем знаний. И в данном видео мы с вами рассмотрим тот необходимый минимальный объем знаний, который просто невозможно пропустить, чтобы в дальнейшем успешно не освоить электронику либо электрику на более глубоком уровне. Но здесь есть хорошая новость. Этот минимальный объем знаний, он довольно прост, понятен и логичен. По сути дела, нет необходимости что-то запоминать. Достаточно понять и уловить логику, как вы в этом уже вскоре убедитесь. А для тех, кто действительно настроен освоить электронику из самого нуля до довольно-таки приличного уровня и научиться разрабатывать свои собственные электронные устройства, рекомендую изучить мой курс по электронике для начинающих. Продолжительность данного курса 50 часов. Если их перевести в академические часы, это будет 66,6 часов. Это эквивалентно тому, чтобы вы посещали одно занятие раз в неделю в учебном заведении на протяжении целого года. То есть на протяжении одного курса, либо на протяжении 2 семестров. Особенность данного курса заключается в том, что, во-первых, в нем материал изложен довольно-таки структурированно от самых элементарных простых вещей и постепенно наращивается уровень сложности. А также рассматривается не просто назначение в схеме какого-либо электронного компонента, резистора, транзистора, конденсатора и тому подобное, а также приводится обоснование его параметров на основании выполненных некоторых элементарных расчетов. Проще говоря, рассмотрено не просто зачем резистор в схеме, либо конденсатор, либо транзистор и тому подобное, а почему именно с такими параметрами он принят в той либо иной схеме, почему он там на 100 Ом, почему там на 1 кОм, почему конденсатор на 0,1 микрофараду, почему конденсатор на 1000 микрофарад, почему транзистор таких параметров, как правильно подобрать аналог транзистора, если отсутствует такой под рукой. Это же касается и других электронных компонентов, в том числе и электромагнитных реле, трансформаторов, и диодов и тому подобное. Также сейчас можно присоединиться к курсу по программированию микроконтроллеров STM32. Микроконтроллеры STM32 это сейчас наиболее распространенная линейка микроконтроллеров как в среде любителей, так и в среде профессионалов. И сегодня уже электроника неразрывно связана с микроконтроллерами, поэтому сейчас недостаточно быть просто электронщиком. Нужно также уметь программировать микроконтроллеры. Поэтому чем раньше вы освоите микроконтроллеры, тем собственно лучше. И последнее сообщение. Я запустил канал по электронике для начинающих на украинском языке. В нем также рассмотрено множество нюансов по электронике, и здесь уже материал идет структурирован от самых элементарных понятий, от электронов, атомов, даже в том числе рассматриваются изотопы, таблица Менделеева и тому подобное, и вплоть до разработки электронных устройств с нуля. Также на украинском канале будут рассмотрены уроки по Arduino и другим различным платам. Часть уроков, порядка 3 десятков, они уже сняты и постепенно будут выложены на соответствующем канале. Так что буду всем благодарен, кто подпишется на тот канал. Ссылка на украинский канал, а также ссылка на курсы приведены в закрепленном комментарии. Теперь давайте перейдем к рассмотрению основных базовых принципов, будь то в электронике, будь то в электрике в целом. Поехали! Первым делом, что нам необходимо четко себе представлять и различать, это напряжение и ток. Ток мы можем еще назвать сила тока, электрический ток и так далее.
Не придерживаясь какой-то строгой научной терминологии, мы можем сказать, что напряжение это что-то статичное, то есть это некое скопление зарядов, которые находятся в одном месте, да, и они статичны. То есть, что значит статичный? Не перемещаются, не образуют движение. А ток это как раз и есть перемещение зарядов. Для простоты понимания мы можем себе представить следующее. Пусть у нас есть некоторая возвышенность, на которую мы, давайте поставим круглый камень. Так вот, высота или разница высот, покажем, h в метрах, миллиметрах и так далее, неважно. Это как раз и есть напряжение. Напряжение обозначает еще буквой V от слова voltage. В электротехнике также обозначает буквой U. И обратите внимание, до тех пор, пока у нас этот камень, да, стоит на этой возвышенности, он, как говорят, обладает некоторой потенциальной, да, энергией. Но электрического тока нет. Как только мы придадим некоторую силу этому камню, и он у нас полетит вниз, его движение как раз и будет собой представлять электрический ток. Только здесь следует учитывать, что скорость, да, полета камня будет меняться, а ток последовательной цепи будет протекать одной и той же величины. То есть далеко не все аналогии например, с камнями, с водой и так далее, применимы для тока. Но для каких-то элементарных пояснений это пойдет. Вот. И как раз движение какого-либо предмета и есть электрический ток. Только электрический ток представляет собой движение электрических зарядов. Чаще всего в электронике имеет дело с электронами, собственно, отсюда и название, да, электроника. Изучение различных процессов, сопровождающихся разными свойствами электронов. Но также электрический ток могут образовывать ионы, например, в газах, жидкостях. Эти вопросы уже подробно изложены на данном канале, а также подробно изложены на новом украинском канале. И естественно, для того, чтобы выполнялась какая-то полезная, скажем так, работа, например, вот лампочка светилась, необходимо как раз наличие тока, то есть наличие движения зарядов. Но сами по себе электрические заряды двигаться не могут. Должна возникнуть сила, которая заставит как раз двигаться эти заряды. Поэтому необходимо наличие напряжения, или же можем сказать разности высот. То есть не просто высота, а разности высот. Например, если на одной и той же высоте мы поставим камень, то ему некуда падать. Естественно, аналогия, да, с камнем будет не очень, поскольку мы можем толкнуть камень, и он покотится хоть и на ровной плоскости, хоть и такая даже плоскость будет вверх, да, если придать ему достаточно силы. Но для электронов необходимо как раз наличие разности, условно говоря, высот, разности потенциалов. То есть здесь у нас какое-то одно количество зарядов, да, здесь должно быть преобладающее число зарядов, которое потом образует силу, с которой можно двигать электрические заряды. И тем самым будет образовываться электрический ток. Напряжение измеряется в вольтах, а электрический ток обозначается, да, часто буквой И, измеряется в амперах. Здесь же мы покажем В и У. Переменный ток может обозначаться по-другому, маленькой буквой И, маленькой буквой У, но пока что мы переменный ток касаться не будем. И здесь обратите внимание, чем больше высота, тем, естественно, с большей силой в конечном итоге, да, упадет камень на землю. Аналогично и с током. Чем выше напряжение, тем при прочих равных условиях будет протекать большей величины ток. Измерить напряжение мы можем с помощью простейшего мультиметра. Это, конечно, далеко не лучший вариант, но тем не менее самый дешевый. Как пользоваться мультиметрами, на канале есть отдельное видео, аналогично эти видео есть и на украинском канале. Даже несколько подробнее касательно разных мультиметров. Для измерения напряжения аккумулятора, да, нам достаточно подключиться параллельно к его выводам. И мы видим, данный аккумулятор имеет напряжение 1,31 вольта. Если мы измерим напряжение батарейки, то мы видим ее значение 1,61 вольта. Что батарейка свежая, что аккумулятор полностью заряжен. Аналогичным образом измеряется напряжение и различных других источников питания. Вот можем измерить, например, напряжение 9-вольтовой кроны. Видим ее напряжение 9,57 вольта. Если последовательно соединить аккумуляторы, либо батарейки, то тогда напряжение их возрастет, будет складываться просто. При параллельном соединении их емкостя будут складываться, а напряжение останется
прежним. Но нас сейчас больше интересует последовательное соединение батареек, аккумуляторов, чтобы мы могли набрать большее напряжение и выполнить различные опыты. В данном случае мы видим 3 батарейки соединены последовательно. И можем сразу же измерить их напряжение суммарное. Видим 4,77 вольта, поскольку напряжение каждой батарейки чуть более 1,5 вольта, поэтому и суммарное напряжение больше 4,5 вольт. Аналогично мы можем измерить напряжение 12-вольтового аккумулятора. Видим 12,3 вольта. Теперь обратите внимание, для того, чтобы протекал электрический ток, то есть образовался электрический ток, недостаточно лишь источника напряжения, да, и потребителя, то есть лампочки, например, или нагрузки. Электрическая цепь еще должна быть замкнутой. Только в замкнутой электрической цепи будет протекать электрический ток. Аналогично как с водой в трубопроводе. Если мы перекроем кран, то вода перестанет протекать. Здесь с электричеством тоже соблюдается некоторая аналогия. Если мы сейчас измерим напряжение, то обратите внимание, это же напряжение будет и на аккумуляторе, и на лампочке. Почти 12 вольт. Но для измерения тока нам необходимо разомкнуть электрическую цепь и включиться последовательно с нагрузкой и источником питания. Но нам предварительно, естественно, нужно перевести мультиметр в соответствующий режим. В данном случае у нас будет ток здесь более 200 мА, поэтому мы ставим переключатель на отметку 10 ампер, а щуп перемещаем в разъем для измерения тока максимум до 10 ампер. Теперь берем, например, вот красный щуп, соединяем с свободным концом лампочки и черным щупом замыкаем цепь. И мы видим, у нас ток 0,41 ампер или же 410 миллиампер. Аналогичное действие мы можем выполнить, когда подключим светодиодную ленту. Возьмем светодиодную ленту, уберем лампочку, плюсом коснемся плюса. Можно это сделать и наоборот, минусом минуса, тогда со стороны плюса подключиться. И вот теперь через последовательно включенный мультиметр замыкаем цепь. И видим, ток у нас минус 1 ампер. Почему минус? Да, потому что я красным щупом коснулся отрицательной клеммы источника питания, то есть аккумулятора. Если я поменяю щупы, у нас пропадет, да, этот знак минус на мультиметре. И мы видим, у нас ток, который потребляет данный кусок светодиодной ленты, порядка 1 ампера. Если же мы возьмем светодиод какого-либо цвета с последовательно соединенным резистором на 1000 Ом, замкнем, да, видим, у нас светит светодиод. И теперь опять же в разрыв электрической цепи мы вставляем щупы мультиметра. И видим, мультиметр у нас показывает довольно низкое значение, 0,01 ампера, да, там где-то 0,01 ампера примерно. Тогда мы переводим мультиметр на диапазон 200 миллиампер, ну можем на 20 сразу, и щуп данного мультиметра переставляем в другой разъем для измерения миллиамперов. Теперь давайте измерим снова ток, протекающий через светодиод. И видим почти 9,5 миллиампер, то есть 9,5 тысячных ампера. Теперь, если мы захотим узнать, какое же напряжение на светодиоде или же на резисторе, мы выполняем соответствующее действие. Переводим мультиметр, например, на 20 вольт. И в данном случае щуп мы оставляем в этом же разъеме. Мы видим, что этот разъем также предназначен для измерения напряжения. Буква V, и здесь у нас DC-V. Сектор для измерения постоянного напряжения Direct Current Voltage. Теперь замыкаем цепь. Цепь у нас замкнута, и напряжение мы сами измеряем параллельно. Да, чтобы нам измерить высоту, скажем так, да, нам нужно как-то поставить, да, один щуп на низкой точке, условно говоря, а второй на высокой. Да. Точно так же, как если бы мы хотели измерить высоту чего-либо, мы бы сами линейку, да, поставили один конец нижней точки, а другую более высокой. Ну, как мы измеряем свой рост. А вот чтобы измерить движение, например, поток воды, нам необходимо вклиниться, да, в это движение, чтобы измерить этот поток. То есть последовательно выполнять измерение тока, а напряжение параллельно подключаем соответствующие щупы. И мы видим напряжение на светодиоде 2,8 вольта. На резисторе параллельно подключаемся резистору 9,45 вольта.
суммарное напряжение 12,28 вольта на аккумуляторе. Теперь смотрите еще такой сразу же нюанс. Часто вы можете слышать такие термины, как падение напряжения, снижение напряжения и так далее. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Вот это у нас все напряжение сейчас аккумулятора. Когда мы измеряем напряжение на резисторе, часто говорят просто, да, напряжение на резисторе, но могут сказать падение напряжения на резисторе или снижение напряжения на резисторе. На резисторе, да, сейчас напряжение снизилось на 9,45 вольта относительно, да, всего напряжения 12,28. А на светодиоде напряжение снизилось на 2,81 вольта. Поэтому точно так же могут сказать либо прямое падение напряжения на светодиоде, либо прямое напряжение светодиода, либо просто напряжение светодиода, либо снижение напряжения светодиода. Все одно и то же. И еще сразу же важный момент с точки зрения терминологии, как электронщики различают между собой следующих два термина. Напряжение и электродвижущая сила. Напряжение и электродвижущая сила измеряется аналогично в вольтах, аналогично таким образом, как это мы сейчас с вами проделали. И вот давайте, к примеру, с вами сейчас возьмем светодиодную ленту снова. И смотрите, в отсутствии нагрузки, то есть подключения светодиодной ленты, напряжение у нас одной величины. И в данном случае, если хотят обозначить четко аккумулятор без нагрузки, то есть без подключенного к нему потребителя, то могут просто сказать ЭДС. Электродвижущая сила аккумулятора, либо любого другого источника питания. Когда же мы подключаем нагрузку, обратите внимание, напряжение несколько снижается. Дальше мы рассмотрим, почему так происходит. И в этом случае говорят уже напряжение аккумулятора. То есть так у нас будет ЭДС аккумулятора, а вот так, да, с нагрузкой будет напряжение аккумулятора. Но аналогично могут и так говорить. Напряжение аккумулятора, или напряжение без нагрузки, или напряжение на холостом ходу, или аккумулятор на холостом ходу и так далее, его напряжение. То есть могут говорить иногда ЭДС, а могут и не говорить. Почему ЭДС, да? Электродвижущая сила. Это как раз вот эта сила, которая и заставляет двигать электрические заряды. Ну, напряжение тоже, да, заставляет двигать электрические заряды. Но не само напряжение, а более конкретно, да, можем сказать, именно сила, которая образуется как раз за счет наличия напряжения. ЭДС обозначают буквой Е часто. И вы можете видеть Е, там 12 вольт. Да, может быть так. В 12 вольт, может У 12 вольт. Ну, либо любое другое, да, напряжение. Все это в некоторой степени одно и то же. Хотя некоторые различия, да, я пояснил. ЭДС источника питания это без нагрузки, а напряжение с нагрузкой. Дальше мы посмотрим, почему так происходит. Теперь давайте обозначим следующее. С точки зрения электроники, электротехники, все источники питания можно просто обобщить как источник электрической энергии, ЛЭ, или источник питания, или источник напряжения и так далее. А вот, например, лампу накаливания, светодиодную ленту, резистор, светодиод, электрический двигатель и что угодно называет просто потребителем электрической энергии. Но все логично, да, есть источники, есть потребитель. Также потребитель еще называют нагрузкой. Почему нагрузка? Потому что в отсутствии, да, нагрузки у нас ток не протекает и, естественно, аккумулятор либо батарейка, скажем так, не грузится, да, не грузится, имеется в виду электрическим током. Как только мы подключаем какую-то нагрузку, у нас протекает ток, и источник питания как бы грузится, да. Соответственно, и называет нагрузка. И для того, чтобы заряды могли переходить от источника питания, да, к потребителю и выполнять полезную работу, например, просто, да, засветить лампу или светодиод, необходимо, чтобы электрическая цепь была замкнутой проводящими элементами, то есть, проще говоря, проводами, да, металлическими проводами. Хотя ток у нас может протекать и в газе, и в жидкостях. По отношению к электрическому току, мы можем так показать его и электрический ток, это можем показать ЭДС или напряжение. А вот по отношению к электрическому току, любая нагрузка потребитель является ничем иным, как сопротивление. В цепях переменного тока чаще говорят не просто сопротивление, а комплексное сопротивление, либо импеданс. Но опять же, эти вопросы уже рассмотрены на данном канале, что собой представляет импеданс. Но мы сейчас не будем касаться цепей переменного тока. Просто скажем, да, сопротивление. Впервые термин сопротивление ввел Георг Симон Ом. И это довольно удачное название, поскольку нагрузка оказывает сопротивление электрическому току. Чем выше сопротивление нагрузки, тем она сильнее сопротивляется электрическому току. То есть все логично, без каких-либо запоминаний.
Достаточно подобрать удачный термин. И обратите внимание, я этого сейчас делать не буду, но если мы просто замкнем с минимальным, да, сопротивлением батарейку, то мы сделаем короткое замыкание. Электрическим зарядом будет оказано минимальное сопротивление. Но если мы будем подключать какую-то нагрузку, другую, с более высоким сопротивлением, чем просто кусок проволоки, то тогда такая нагрузка будет уже оказывать некоторое сопротивление электрическому току. То есть будет сопротивляться протеканию электрического тока. И теперь, естественно, возникает вопрос, как между собой взаимосвязаны напряжение, ток и сопротивление. То есть вот эти три основных параметра любой электрической цепи. И как только что было озвучено, да, с точки зрения логики, достаточно ввести, да, правильный термин, удобный, сопротивление, мы уже можем сами понять, да, что ток, и это, кстати, установил Георг Симон Ом, впоследствии эта закономерность получила название закона Ома, будет равен без всяких корней, квадратов, интегралов и так далее. В числителе у нас будет напряжение, а в знаменателе сопротивление. И здесь мы четко видим, если сопротивление у нас вырастет в 2 раза, то ток у нас снизится в 2 раза при том же самом значении напряжения. Если мы напряжение увеличим в 2 раза, то тогда и ток у нас вырастет тоже четко в 2 раза. То есть если мы этот камень поднимем на величину в 2 раза больше, да, то тогда он с большей силой ударится об землю. Для электрического тока эта закономерность очень простая, пропорциональная, да, мы видим. Что нам дает эта закономерность? Она нам открывает возможности проектировать различные электрические и электронные устройства, то есть те устройства, в которых протекает электрический ток. И мы можем заранее, да, уже предвидеть, какое нам нужно сопротивление, какое нам нужно напряжение, чтобы обеспечить соответствующий ток. Или при соответствующем токе, чтобы обеспечить соответствующий ток при заданном напряжении, какое нам необходимо сопротивление. То есть мы не методом перебора, да, будем действовать, как в свое время 200 лет назад действовал Ом. Мы сейчас, кстати, так тоже можем действовать, сделаем некоторый опыт. А уже заранее просчитать, тем самым мы не сожжем никакие электронные компоненты, нам просто в этом не будет необходимости, мы уже заранее сможем спрогнозировать, какой будет ток, сопротивление и так далее. Но из данного выражения, зная 2 известных величины, да, мы можем определить третью. Например, чтобы определить напряжение, нам достаточно знать, или нужно знать, да, ток и сопротивление. Чтобы определить сопротивление, нам нужно знать напряжение и ток. И вот эту простую, как мы видим, очень простую и логичную закономерность, которую абсолютно не нужно запоминать, да, достаточно знать, что сопротивление сопротивляется току. А соответственно, чем больше сопротивления, да, тем меньше ток при, естественно, том же напряжении. И эту закономерность, ее прям нужно чувствовать на любом участке электрической цепи. Со временем, конечно, такое чутье приходит. И приходит оно довольно быстро, если понять логику, да, не запоминать что-то, а просто понять логику. Как уже было сказано, да, любой электронный компонент или не только электронный, электротехнический, в целом можно обозначить как сопротивлением, да, обладает важным свойством как сопротивление. В одних случаях сопротивление будет линейно зависеть от тока, в других случаях нелинейно. Ну, пока что мы эти вопросы, да, рассматривать не будем. Вот, например, как у светодиода, у лампочки есть свои особенности, да, в холодном состоянии ее сопротивление ниже, когда нить накала разогревается, ее сопротивление выше. У двигателя также эквивалентное сопротивление будет изменяться по мере того, как будет вращаться его вал, да, хотя у нас здесь сопротивление неизменный обмоток, но за счет наводимой против АДС двигателем, да, будет ток снижаться, и это тоже эквивалентно можно выразить как некоторая величина сопротивления. Теперь давайте сами выполним следующий опыт. Допустим, мы не знаем, да, сами закон Ома, просто берем сейчас навскидку светодиод и подключим его к литий-ионному аккумулятору. Длинный вывод это у нас будет анод, или же тот вывод, который подключается со стороны плюса источника питания. Мы с вами подключились, вот так видим, светодиод светится. Мы, конечно, можем измерить ток его, да, узнать, превышает ли он допустимое значение или нет, но тем не менее, как минимум мы видим визуально, да, даже без измерительных приборов, что светодиод у нас светится, да, по крайней мере не вышел из строя мгновенно, несмотря на то, что мы не используем токоограничивающий резистор. Теперь, если мы возьмем 2 аккумулятора на 1,3 вольта каждый, соединим последовательно их, подключимся к светодиоду, видим, он уже светит гораздо таки тусклее. Если же мы возьмем
одну батарейку, то у нас светодиод не засветится. Здесь короткие выводы, да, будет неудобно показать, но можем вот показать, применяя резистор. Как бы мы не подключали, у нас светодиод светиться не будет. Вот если мы возьмем эту связку, да, и подключим вот к нашим только что двум последовательно соединенным аккумуляторам, то видим, да, светодиод у нас тускло, но светится. Теперь, если мы возьмем крону и снова наш светодиод, давайте синего цвета, подключаем и видим, светодиод у нас сгорел. Был характерный щелчок, ну и запах неприятный. То есть таким образом мы с вами сожгли, да, светодиод. Больше он уже работать не будет, как бы мы его не подключали. Если мы возьмем белый светодиод или светодиод белого цвета, он у нас посветит и сейчас тоже, да, выйдет из строя. Вот он тускнеет, нагревается, да, но он будет дольше выходить из строя. То есть мы видим, да, какой-то параметр в этом светодиоде есть, который позволяет ему дольше работать, нежели синему светодиоду. Но если мы этот светодиод подключим к 12 вольтам, то он мгновенно выйдет из строя. То есть мы даже не увидели, чтобы он мигнул. Но он уже не рабочий, поскольку мы можем опять это проверить на кроне. Подключаем к кроне. И видим, светодиод уже не светится. То есть в данном случае мы даже не заметили, как он вышел из строя. То есть в одних случаях мы могли заметить, да, как это плавно выходит из строя, в других можем не заметить, в третьих не засветится, а в четвертых, да, светодиод будет работать очень долго, да, согласно заявленному сроку эксплуатации. И вот как раз закон Ома позволяет нам не сжечь, да, проще говоря, светодиод, ну, либо любую другую нагрузку. Для опыта мы можем проделать с вами следующее. Возьмем, например, макетную плату. Кстати, как пользоваться макетными платами, да, как их выбрать и так далее, тоже есть отдельное видео, в том числе на украинском канале. И, естественно, с множеством примеров, разборов и так дальше, все эти моменты и многие другие рассмотрены в курсе по электронике, поскольку там нет ограничения по времени, и я могу хоть разных десяток примеров показать. Давайте возьмем, к примеру, три резистора. Один на 1 кОм, то есть на 1000 Ом. Кстати, о чем я не сказал, да, до этого, что сопротивление измеряется у нас в омах. Опять же, в честь ученого Георга Симона Ома, который ввел этот термин как сопротивление и установил закономерность между током, напряжением и сопротивлением. И давайте возьмем резистор на 10 кОм. Вот три резистора у нас. И теперь мы можем проверить с вами, да, не веря на слово, а реально проверить, работает ли закон Ома и как он работает. Для примера возьмем наши вот эти три последовательно соединенные батарейки и поступим таким образом. Вот плюс где-то мы установим здесь, да, на макетной плате, минус давайте где-то здесь. Возьмем сначала резистор на 1 кОм и замкнем посредством него электрическую цепь. Но прежде давайте измерим напряжение трех батареек. Мы уже его измеряли, но тем не менее, давайте выполним это непосредственно перед опытом. Устанавливаем соответствующие разъемы щупы. И смотрите, можно использовать щупы для большего удобства в ряде случаев. Не с такими, да, просто острыми наконечниками, а с такими фиксаторами, чтобы мы могли подключаться, да, и освободить руки. Давайте подключимся. Видим 4,78 вольта. Теперь давайте измерим сопротивление. У нас здесь 1 кОм. Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления. Вот у нас граница 2000 Ом. Запишем. R 970 Ом. Видим, да, сопротивление на самом деле несколько отличается от номинального значения, но также есть погрешность в измерении непосредственно мультиметра. Это также следует учитывать. И если теперь мы подключим в цепь резистор, мы можем увидеть, что на нем есть напряжение. Запишем U равняется 4,70, пускай 2 или сколько, 3 сотых вольта. И теперь мы можем определить ток. Для того, чтобы определить ток расчетным путем, да, нам достаточно напряжения 4,73 разделить на 970 Ом. И мы получим следующее значение. Примерно 0,0049 ампер. Или же, если мы в миллиамперы переведем, это будет примерно 4,9 миллиампер. То есть мы можем даже округлить, да, у нас примерно 5 миллиампер. Теперь переводим мультиметр в режим измерения
тока. Ставим вот на отметке 20 миллиампер. Щупы мы не меняем по вожении, да, разъемы для данного мультиметра. Теперь разъединяем цепь, вынимаем, например, с этой стороны резистор, подключаемся одним щупом к плюсу питания, а вторым к минусу резистора. И мы видим, у нас получилось 4,8 миллиампер, да, а здесь 4,9 миллиампер. У нас погрешность в измерениях и в расчетах 1/10 миллиампер. То есть довольно-таки низкая погрешность с учетом того, что сам мультиметр имеет соответствующую погрешность в измерениях. То есть, как мы видим, да, у нас закон Ома работает. Теперь давайте вот, кстати, поставим резистор на 10 килоом, то есть в 10 раз больше, 10 тысяч Ом. Можем опять же предварительно измерить его сопротивление. Давайте измерим 9,73 килоом. Обратите внимание, да, как ненадежно работает данный мультиметр. Поэтому я его только показываю вот в таких обучающих целях, а на практике нужно пользоваться чем-то покачественнее. И естественно, коль мы сами повысили сопротивление в 10 раз, у нас должен ток снизиться в 10 раз. Давайте ставим резистор, да, и измерим теперь ток. До этого у нас было 4,8 миллиампера, да, теперь у нас должно быть 0,49. Давайте на 20 миллиампер поставим и опять в разрыв цепи подключаем мультиметр. Расчетное, да, было 4,9, реальное было 4,8, и сейчас мы повысили сопротивление в 10 раз, и ток снизился в 10 раз. Теперь 0,48 миллиампера. Как видим, да, закон Ома работает. Теперь давайте выполним уже ранее нами проделанный опыт, но рассмотрим его уже более детально. Я буду использовать другой мультиметр, потому что вот этот мультиметр часто глючит, если его чуть-чуть где-то нажать, он уже что не то показывает. Но нам важно показания, да, посмотреть. Измерим сначала напряжение без нагрузки. Видим напряжение аккумулятора 12,28 вольта. Теперь давайте подключим резистор на 1 килоом с последовательно включенным светодиодом красного цвета. Обратите внимание, напряжение снизилось лишь на 0,01 вольта. Сейчас 12,27, выбираем нагрузку, напряжение возвращается 12,28. То есть мы можем сказать, практически не изменилось. Теперь, если мы подключим лампу накаливания параллельно аккумулятору, мы видим, лампа светится и напряжение у нас просело уже более ощутимо. Теперь 12, практически 0 вольт, да, 12,0. Убираем нагрузку и напряжение по чуть-чуть на аккумуляторе поднимается. Видим, минимум на 0,2 напряжение просело. Теперь подключим светодиодную ленту, которую мы точно так же с вами уже ранее подключали. Видим, напряжение еще сильнее снизилось под такой нагрузкой. 11,75 вольта. И здесь, естественно, возникает логичный вопрос, куда девается часть напряжения. А часть напряжения у нас снижается на внутреннем сопротивлении источника питания. Причем неважно, какой это будет источник питания. Аккумулятор, батарейки, либо батарейка, крона, литий-ионный аккумулятор. Более того, это может быть отмотка трансформатора. Там будут свои причины возникновения внутреннего сопротивления. Если мы рассматриваем химические источники тока, да, к которым относятся батарейки и аккумуляторы, то природа внутреннего сопротивления заключается в том, что ток, когда мы замыкаем электрическую цепь, давайте еще раз замкнем, он же на самом деле у нас протекает не только через лампочку, но и через внутреннее, скажем так, содержимое аккумулятора. Поскольку ток у нас может протекать только в замкнутой электрической цепи. И, соответственно, часть напряжения от ЭДС аккумулятора, его электродвижущей силы, будет снижаться на нагрузке, то есть на лампочке, и часть на самом внутреннем сопротивлении аккумулятора, либо любого другого источника питания. Мы можем с вами изобразить это так, для большего понимания процесса. Любой аккумулятор, батарейку, либо несколько батареек в электрических схемах обозначает следующим образом. Давайте покажем вот так сначала. Плюс-минус. Это у нас один элемент какой-то, ну, например, одна батарейка. Если же их три, либо у нас аккумулятор, то есть несколько их, да, тогда они обозначаются вот таким образом. Любую нагрузку, неважно, лампочку и так далее, ну вот, например, лампу накаливания в схемах обозначает вот таким образом. Светодиод обозначает вот таким образом. Резистор таким образом. В западной, скажем так, литературе он обозначается
Вот так. И вот теперь, когда мы с вами подключали лампочку, к примеру, да, к аккумулятору, мы можем изобразить эту схему таким образом. Покажем. Это у нас лампа накаливания. В цепи у нас протекает ток И. Лампочка у нас представляет собой сопротивление, а это у нас ЭДС. Ну, покажем 12 вольт, хотя у нас там не ровно 12, да. Вот, собственно, и вся схема. И ток у нас протекает по замкнутой полностью цепи, как мы видим, и через источник питания. Но на самом деле это мы показали, скажем так, идеальный вариант. В реальном случае последовательно с источником питания показывает сопротивление, его внутреннее сопротивление, и так уже обозначает R внутреннее. И в самом общем случае, давайте перерисуем эту схему, она будет выглядеть таким образом. Аккумулятор. Дальше. Его внутреннее сопротивление. И покажем, вот они его клеммы. Плюс-минус. Ну, либо зажимы, либо как угодно. То есть вот эти полюса. Плюс-минус. Аналогично здесь. Плюс-минус. Аналогично здесь. Плюс-минус. И, естественно, здесь, да, плюс-минус. Вот то, что мы видим. А это внутри, скажем так, да, спрятано. И вот с этой точки зрения здесь следует уже как раз разделять не просто напряжение, а ЭДС. ЭДС источника питания, его внутреннее сопротивление. А на выходе, когда у нас цепь разомкнута, мы действительно сами получаем ЭДС, да, поскольку у нас не происходит снижение напряжения нигде. Но как только мы сами подключаем нагрузку, покажем ее просто в виде сопротивления, да, в виде резистора. Любую. Это у нас может быть лампа и так далее. Но в общем случае обозначает просто RN, R нагрузки. Это может быть светодиод, как я говорил, да что угодно. И теперь обратите внимание на такой момент. Когда у нас цепь замкнута, у нас протекает ток. И он у нас протекает и через нагрузку, и через внутреннее сопротивление, то есть по кругу, цепь замкнута. Ток протекает одной и той же величины. Здесь у нас будет одна и та же величина тока. И через это сопротивление, и через внутреннее, да, сопротивление. А мы знаем, согласно закону Ома, покажем, И у нас равняется напряжение, деленное на сопротивление. Соответственно, напряжение у нас будет равно ток на сопротивление. Смотрите, здесь у нас ток есть, сопротивление есть. Значит, здесь у нас будет происходить некоторое снижение напряжения. Покажем UN, напряжение на нагрузке. И здесь у нас, смотрите, будет происходить некоторое, естественно, снижение напряжения U внутреннее. Покажем так. И в данном случае оно у нас будет равно И на R внутреннее, а здесь у нас будет, да, равно, согласно закону Ома, тот же ток, но на сопротивление нагрузки. Таким образом, что мы с вами здесь видим? Что как только мы подключили нагрузку, цепь замкнулась и в цепи начал протекать ток. Но за счет наличия тока происходит снижение напряжения, да, либо падение напряжения на соответствующих, да, резисторах. И теперь вот эти ЭДС, давайте покажем 12 вольт просто, уже часть этого напряжения, или же часть от ЭДС снизится на внутреннем этом сопротивлении. И тогда вот этой нагрузке здесь уже достанется напряжение, покажем просто U нагрузки, оно будет меньше, чем значение ЭДС на величину падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания. Поэтому, когда мы разомкнули цепь, у нас ток не протекает. У нас, соответственно, и не создается падение напряжения. И нам не важно, какой величины внутреннее сопротивление, коль ток не протекает, значит на нем не происходит падение напряжения. Как только мы замыкаем цепь, протекает ток, снижается, да, часть напряжения на внутреннем сопротивлении, и теперь меньше напряжения достается нагрузке. Соответственно, как только мы подключаем нагрузку, да, то мы уже здесь получаем напряжение. Да, разомкнули нагрузку, у нас электродвижущая сила. Мы даже сами можем вот как поступить. Подключим сейчас лампочку, она же имеет какое-то сопротивление. Включим мультиметр, давайте поставим минус на минус. И смотрите, измеряю напряжение, что здесь при разомкнутой цепи 12-24 вольта, что даже после лампочки я измеряю напряжение. Точно так же 12-24 вольта. Поскольку цепь не замкнута, поскольку мультиметр собой представляет, да, высокое сопротивление, его сопротивление касательно аккумулятора, то, соответственно, да, не происходит падение напряжения ни на внутреннем сопротивлении аккумулятора, ни на лампочке. Но как только, да, мы сами замыкаем цепь, у нас, мы видим, лампочка засветилась,
и напряжение сразу же снизилось. Напряжение снизилось в этот момент не только, да, на нагрузке, то есть на лампочке, но и на внутреннем сопротивлении аккумулятора либо любого другого источника напряжения. Но зная закон Ома, да, всего лишь обычный, скажем так, который еще называется закон Ома для участка цепи, мы можем определить внутреннее сопротивление. Каким образом? Мы измерили напряжение в отсутствии нагрузки, подключили нагрузку, да, сами, измерили напряжение в присутствии нагрузки и измерили ток. И тогда от ЭДС мы отняли напряжение, получили остаточек напряжения, да, который будет на этом резисторе. А далее, зная ток и остаточек напряжения, мы определяем внутреннее сопротивление. Но внутреннее сопротивление, следует знать, что оно нестабильной величины. То есть по мере разряда аккумулятора это напряжение будет увеличиваться. И Георг Симон Ом точно так же, проанализировав эти моменты, пришел к тому выводу, что источник питания характеризуется внутренним сопротивлением, и предложил вторую, да, закономерность. Ток теперь в замкнутой электрической цепи, содержащий источник ЭДС, будет равен величина ЭДС, деленная на сумму внутреннего сопротивления, плюс сопротивление нагрузки. Таким образом, давайте покажем. Это у нас закон Ома для участка цепи. Он распространяется на любом участке электрической цепи. А этот закон Ома для полной, еще называют, электрической цепи, учитывает внутреннее сопротивление источника ЭДС. И, естественно, чем меньше внутреннее сопротивление источника питания, тем при том же значении тока будет на нем меньшее падение напряжения и большая величина от ЭДС достанется нагрузке. В ряде случаев, когда у нас сопротивление нагрузки значительно превышает внутреннее сопротивление, в 10 раз, да, например, в 100 раз, то тогда внутренним сопротивлением могут пренебрегать, потому что оно будет составлять здесь малую долю. Например, здесь у нас будет 1000 Ом нагрузки, да, а здесь 1 Ом. И у нас ток практически, да, не изменится. И у нас падение напряжения на внутреннем сопротивлении будет иметь ничтожно малое значение, и можно просто пренебречь. Поэтому, когда мы с вами подключали резистор, да, светодиодом, даже если мы будем пренебрегать сопротивлением светодиода, то у нас сопротивление резистора 1000 Ом. А вот, например, сопротивление внутреннего литий-ионного аккумулятора находится в диапазоне от 0,03 до 0,05 Ом. То есть сопротивление нагрузки будет в 1000 раз больше внутреннего сопротивления такого аккумулятора. В кроне будет более высокое внутреннее сопротивление, поэтому здесь будет более ощущаться снижение напряжения при той же самой величине нагрузки. И поэтому, когда мы изначально, да, проделывали сами опыт с резистором и светодиодом, мы сами видели, что напряжение, да, практически не изменялось на аккумуляторе. Потому что аккумуляторы свое внутреннее, да, сопротивление, которое будет значительно меньше сопротивления нагрузки. Но по мере того, как мы с вами подключаем более мощную нагрузку, а что значит более мощную нагрузку? Это та нагрузка, у которой сопротивление будет ниже. То есть чем ниже сопротивление, тем, естественно, оно меньше оказывает сопротивление, собственно, электрическому току, тем будет больший ток протекать. И, соответственно, в таком случае, даже при том же самом значении внутреннего сопротивления, за счет увеличения тока будет повышаться, да, согласно закону Ома, напряжение на этом внутреннем сопротивлении. И, естественно, уже меньше напряжение, да, величина от ЭДС будет доставаться нагрузке. Собственно, то, что мы, да, с вами наблюдали, проделал до этого соответствующие эксперименты. И то, что мы сейчас с вами разобрали, это довольно-таки важный момент, потому что многие электронщики спустя лишь продолжительное время только начинают понимать, почему же в одних случаях снижается напряжение на аккумуляторе, да, при подключении одной нагрузки, в других не снижается, в каких случаях это стоит учитывать, в каких случаях не стоит учитывать. Да, если у нас сопротивление нагрузки, еще раз мы заключим, будет гораздо выше сопротивления внутреннего источника ЭДС, тогда вот это падение напряжения на нем будет ничтожно малой величины, и мы можем сказать, что нагрузке достанется вся ЭДС источника питания. Многие электронные устройства представляют собой набор различных электронных компонентов, определенным образом соединенных между собой.
И даже если мы возьмем простейшую светодиодную ленту, то мы с вами здесь заметим, что она образуется из трех последовательно соединенных светодиодов с последовательно подсоединенным к ним резистором. И между собой эти элементы соединены параллельно, то есть образуется последовательно параллельное соединение. Аналогичным образом могут соединяться и различные другие электронные компоненты. В качестве примера давайте сначала рассмотрим последовательное соединение самых простых электронных компонентов – резисторов. Если мы возьмем один резистор, соединим со вторым резистором и далее соединим с третьим резистором, таким образом, чтобы образовалась как бы гирлянда, то это и есть последовательное соединение. Можем показать это на макетной плате. Возьмем резистор на 1 кОм, далее на 3 кОм, соединим последовательно с резистором на 1 кОм, который, и также соединим последовательно с резистором 10 кОм. При последовательном соединении резисторов, да, собственно, и любых других электронных компонентов, их общее сопротивление, которое еще называют эквивалентным сопротивлением, результирующим сопротивлением, суммарным сопротивлением, представляет собой как раз сумму сопротивлений всех последовательно соединенных резисторов. В этом мы можем сами убедиться, если измерим сопротивление каждого из резисторов. Сопротивление данного резистора почти 1 кОм, второго почти 3 кОм, третьего почти 10 кОм. Естественно, если мы измерим сопротивление двух резисторов, мы видим, да, у нас сопротивление почти 4 кОм. Ну, можем округлять, говорят 4, да, кОм. Этих двух получаем 13 кОм почти. И теперь всех трех резисторов получаем почти 14 кОм. И здесь следует понять простое логическое правило, которое, собственно, даже и запоминать не нужно. Оно звучит так: для последовательного соединения больше большего. О чем это нам говорит? Что если мы прибавим или же последовательно соединим с резистором, у которого сопротивление, например, 1000 Ом, резистор с сопротивлением хотя бы 1 Ом, то результирующее, да, сопротивление будет выше, то есть больше наибольшего. Как видим, вполне логично, да, поскольку мы просто складываем сопротивление. Также с точки зрения логики мы можем заметить следующее, что, например, да, когда у нас два резистора, ток испытывает одно, да, сопротивление, то есть встречает два препятствия, условно говоря. Если же мы добавляем последовательно еще один резистор, то ток уже теперь встречает больше препятствий на своем пути, а соответственно снижается его величина. То есть, добавив последовательно хотя бы минимальное сопротивление, у нас общее сопротивление все равно несколько увеличится. И, соответственно, ток несколько снизится, да, на величину этого сопротивления. Также здесь следует понять следующее, что ток протекает одной и той же величины через все сопротивления, которые последовательно соединены между собой. И несмотря на то, что сопротивление этого резистора 1 кОм, а этого 10, отношение в 10 раз больше, тем не менее ток будет протекать одинаковой величины через все эти три сопротивления. Если мы добавим четвертое сопротивление, ток изменится, да, уменьшится. Установится его новое значение, но этот ток будет протекать одинаковой величины уже через все четыре сопротивления. Если мы уберем одно сопротивление, ток увеличится, но опять же будет протекать одной и той же величины через все последовательно соединенные компоненты. И неважно, это у нас будут либо резисторы, либо светодиоды. Да, мы можем несколько светодиодов соединить последовательно. Давайте в этом убедимся. Сейчас нас будет в большей степени интересовать ток. Напряжение же, да, коль у нас будет ток одинаковый, а сопротивление разное, то, естественно, согласно закону Ома, напряжение на каждом резисторе, да, будет тоже отличаться, если сопротивления будут разные. И на том резисторе, сопротивление которого больше, будет происходить большее падение напряжения. Или же, проще говоря, на нем будет большее напряжение. Ну, давайте сначала тогда измерим напряжение, да. Возьмем, давайте опять 4,5 вольта, к примеру, наш источник питания. И подключим по концам этих резисторов. Измеряем суммарное напряжение, видим 4,77.
Дальше видим напряжение здесь 0,3 вольта, да, 0,33. Здесь на 3 килоомном резисторе 1,2 вольта. И здесь наибольшее, да, напряжение на наибольшем сопротивлении. Теперь давайте измерим ток. Давайте переключимся на 20 миллиампер, хотя здесь наверняка будет меньше ток. И давайте, например, здесь разомкнем вот цепь. Измеряем ток, видим 0,34 миллиампера. Ну, давайте тогда на 2 миллиампера переключим мультиметр. Видим 0,343 миллиампера. Теперь мы можем, да, замкнуть и, например, разомкнуть вот здесь цепь. Видим опять же 0,343 миллиампера. Что после этого резистора, да? Что, например, после этого резистора? Аналогично, что после третьего резистора. Этот момент поначалу даже несколько, скажем, сбивает с толку начинающих электронщиков по одной простой причине. Потому что при работе с электричеством, либо с какими-то другими физическими величинами, мы проводим ассоциации с теми, да, физическими величинами, которые нам уже известны. И, например, если мы с вами, давайте покажем, пусть у нас это будет дорога, да, и здесь покажем, у нас идет какой-то подъем, ровная площадка, еще подъем, еще ровная площадка, спуск, ровная площадка, спуск и так далее. То есть разный уклон. И если у нас здесь будет двигаться автомобиль, то при одних и тех же усилиях его, то есть при одной и той же мощности, на ровной площадке он будет двигаться с одной скоростью, здесь он будет двигаться явно с меньшей скоростью, здесь снова с одной и той же скоростью, здесь он опять будет медленно двигаться, здесь опять с такой же скоростью, здесь он уже будет быстрее, да, двигаться, здесь он будет с такой же скоростью двигаться, да, и здесь он будет быстрее двигаться. То есть, казалось бы, путь меняется, да, имеет разное сопротивление, или же создает разное сопротивление движению автомобиля, поэтому его и скорость будет разная. И это можно переложить, да, скажем, на электрическую цепь. И казалось бы, что здесь у нас ток будет больше, да, потом он будет меньше, потом еще меньше. Но, тем не менее, как мы видели с вами, здесь будут разные напряжение. Здесь оно будет меньше, да, здесь больше и еще больше. А ток будет протекать одной и той же величины. Например, мы можем сейчас с вами поступить таким образом. Возьмем 3 последовательно соединенных литий-ионных аккумулятора, соединим их и получим 12 вольт. Мы можем использовать и такой аккумулятор, да, но этот получается как бы меньших таких габаритов и удобнее им пользоваться просто. И им просто удобнее пользоваться для проведения опытов. И теперь, к примеру, мы можем с вами взять, давайте возьмем 2 светодиода. Или давайте 3 возьмем. Эти резисторы мы можем убрать. Светодиоды мы соединим последовательно. Больший вывод это у нас условный плюс, меньший минус. Да, снова у нас будет к меньшему, более, скажем так, короткому подключаться более длинный. И аналогично далее можем поступить вот так. И можем подключить сначала вот резистор на 300 Ом. Вот, и теперь давайте подключим плюс к резистору, минус к последнему светодиоду. И мы видим, все 3 светодиода, да, засветились. Через них, опять же, и через резистор будет протекать ток одной и той же величины. Поэтому мы можем с вами как поступить? Можем этот светодиод убрать, взять резистор, поставить его между этими светодиодами, а этот светодиод поставить вот сюда. То есть можем как угодно менять местами компоненты, поскольку сопротивление их суммарное не изменилось, а ток протекает одной и той же величины. Можем, да, вот так поступить. Без разницы. Хоть у нас будет первым резистор идти, хоть вторым, хоть третьим, хоть последним. Это не имеет значения, поскольку ток будет одной и той же величины. Поэтому, опять же, здесь бывает у начинающих электронщиков, да, тоже возникают вопросы. Если у нас есть 3 последовательно соединенных светодиода, да, покажем схему. И дальше мы подключили резистор на 300 Ом. Здесь можно и меньшее сопротивление. А дальше мы
подали сюда плюс-минус, да, 12 вольт. Можем просто показать так, да, а можем показать, как это показывает, да, еще по-другому, да, 12 вольт. Ну, чтобы это долго не рисовать, обычно показывают клеммы. Как бы плюс-минус 12 вольт. И когда такая схема приведена, а потом, например, я, либо кто-либо другой собирает ее таким образом, что у нас сначала, да, идут светодиоды, а потом резистор. То есть схема выглядит вот таким образом. Давайте здесь ниже перерисуем. То такой вариант уже чуть ли не выдают за ошибку. Мол, в схеме показано так, а вот на плате собрано по-другому, значит эта схема неверная, да, либо эта схема неверная. Но поскольку мы видим это последовательная цепь, ток будет протекать одной и той же величины. Без разницы. Или сначала через резистор, или потом через резистор. Отлично. Теперь давайте рассмотрим параллельное соединение компонентов. Да? В данном случае будем опять же использовать наши вот 3 резистора. При параллельном соединении выводы этих резисторов, да, просто параллелятся. Давайте так сделаем. 1, 2 и 3. Давайте теперь сразу измерим сопротивление этих 3 параллельно соединенных резисторов. Мы видим эквивалентное сопротивление или же результирующее сопротивление 689 Ом или 0,689 килоом, да, поскольку у нас здесь значок килоомов. А минимальное сопротивление здесь 1 килоом. Отсюда мы можем сразу, да, заметить второе правило. Для параллельно соединенных компонентов, в частности резисторов, действует правило условное, опять же, меньше наименьшего. То есть у нас наименьшее сопротивление 1 килоом, но если мы к нему подключим еще какое-то сопротивление параллельно, то эквивалентное сопротивление уменьшится и станет чуточку или совсем, да, значительно меньше наименьшего. С точки зрения логики можем себе так это обозначить, что когда подходит ток к этим, да, 3 параллельно соединенным сопротивлениям, у него появляются альтернативные пути. Да, если у нас был сначала резистор на 1 килоом, да, всего лишь один, у него был один путь протекания. Когда мы подключили на 3 килоома, у него появился еще один путь, то есть сопротивление для него уже несколько снизилось, потому что он может протекать и сюда, да, и сюда. А если еще третий, то еще и сюда, да, и в зависимости от этих сопротивлений. То есть увеличиваются пути протекания тока. Поэтому, понимая только лишь вот эти моменты, да, логичные вполне и элементарные, больше наибольшего для последовательного соединения, да, и меньше наименьшего для параллельного, мы уже можем анализировать более различные сложные схемы с транзисторами, с микросхемами. Если у нас где-то транзистор приоткрывается, да, это значит его сопротивление уменьшается, а если он еще с собой что-то шунтирует, да, параллельно к чему-то подключен, то значит эквивалентное сопротивление уменьшается, значит где-то ток увеличивается и тому подобное. Однако здесь такой нюанс, да, следует учитывать. Давайте покажем схему соединения 3 резисторов. Это у нас будет пусть R1 резистор, этот R2, этот R3. R1, R2, R3. Ну и можем показать их номиналы. Сопротивление этого резистора пусть будет в нашем случае примерно 1 килоом, хотя мы видели, да, вот эти все сопротивления, они несколько ниже. Дальше 3 килоома и 10 килоом. А вот их все точки соединяются, точнее, да, выводы соединяются в одну электрическую точку с одной стороны и электрическую точку с другой стороны. Или же электрический узел, это еще называют, да, место соединения 3 и более ветвей. Это у нас ветвь, просто в этой ветви у нас находится всего лишь один компонент. А, например, вот эта ветвь, да, если бы у нас была, то она состоит из 4 компонентов последовательно соединенных. То есть ветвь в электротехнике, да, это набор последовательно соединенных компонентов. Хоть один компонент может быть в ветви, хоть 1001. В этом случае уже складывается не сопротивление, а обратные сопротивление. Что такое обратное, да, сопротивление? Сопротивление у нас просто R, а обратное это единица разделить на R. Аналогично, да, если мы на цифрах с вами покажем, то число 5, ну условно скажем, да, это будет прямое число, а обратное число, если мы единицу разделим на 5. И мы тогда получаем, да, это будет 0,2.
То есть прямое число 5, а обратное 0,2. Поэтому как мы здесь находим сопротивление? Единица на R эквивалентное, то есть сопротивление, да, этих сразу трех резисторов, будет равно единица на R1 плюс единица на R2 и плюс единица на R3. Если таких сопротивлений будет сотня, тысяча, да, то мы можем показать плюс на Rn. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 и так далее. Но нас пока, да, интересует 3. Теперь смотрите, чтобы нам найти именно R, а не единица на R, нам необходимо, давайте покажем, единицу разделить на вот это все значение. То есть мы получим вот так. Единица 1 на R1 плюс единица на R2 плюс единица на R3. И если их будет 100, то плюс единица, деленная там на R сотое какое-то. Теперь давайте подставим наше значение и получим. Единица, деленная 1 на R1 у нас 1. Килоомы мы можем, да, поубирать, поскольку у нас везде килоомы. 1 на 1 плюс 1 на 3 и плюс 1 на 10. И мы получаем 0,699 килоом. Или же это будет равно 699 Ом. А мы с вами измеряли, давайте еще раз измерим. У нас будет, да, несколько ниже сопротивление, потому что сопротивление каждого из резисторов, да, будет ниже заявленного. Видим 689 Ом, а здесь 699. Погрешность у нас 10 Ом. 10 Ом из 700 Ом это будет погрешность менее 5%. На практике еще чаще всего вы можете встретить такое выражение, но оно применимо только когда у нас соединены параллельно всего лишь два резистора. Не 3, не 4, не 5, а именно 2. Тогда R эквивалентное будет равно R1 умножить на R2 и разделить на R1 плюс R2. Но начинающие электронщики часто хотят дописать вот так, да, для 3. На R3 плюс R3, ну и так далее. Вот это уже будет неправильно, потому что вот это R эквивалентное получено математическим, да, путем из вот этого выражения для двух параллельно соединенных резисторов. Для 3 это уже так работать не будет. То есть нельзя в знаменателе добавлять R3, а в числителе умножать на R3. И мы можем опять же это сами проверить. Давайте вытянем резистор на 10 кОм, оставим на 1 кОм и на 3 кОма. И подставим сюда соответствующее значение. Запишем. Единичка умножена на 3, а здесь единичка плюс 3. И у нас получается 3 четвертых, а 3 четвертых мы хорошо сами знаем, это 0,75. 0,75 килоом или же 750 Ом. Кстати, все вполне логично. По цифрам, смотрите, мы убрали одно сопротивление параллельное, значит у нас теперь два сопротивления параллельных должны быть в эквиваленте больше, чем когда у нас 3, да, сопротивления. Если мы посмотрим, да, здесь у нас было 700 Ом, мы вытянули один резистор, несмотря на то, что он самого высокого, да, сопротивления на 10 кОм. Сопротивление у нас несколько повысилось, стало 750 Ом. Вот таким образом мы можем, да, еще попутно анализировать схемы, правильно ли мы выполняем расчеты. И если мы снова измерим сопротивление этих двух параллельно соединенных резисторов, то видим у нас 0,741 кОм или же 741 Ом. Ну, поскольку, да, сопротивление несколько ниже, а здесь 750. То есть, как мы видим, у нас все отлично совпадает, несмотря на такие небольшие разбежности, которые будут всегда, скажем, неизбежны, поскольку и резисторы имеют некоторый допуск, да, от своего номинала, и измерительные приборы. Ну, об этих всех вопросах я подробно рассказывал уже и на украинском канале, и ранее в предыдущих видео на соответствующем канале, на данном. Теперь еще один важный момент касательно параллельного соединения. При параллельном соединении, давайте покажем условных наших здесь 12 вольт, напряжение на всех параллельно соединенных компонентах будет одной и той же величины. То есть на всех резисторах будет по 12 вольт. 2 будет тут резистора, 3, 10, либо 110. Поскольку они у нас будут соединены параллельно, напряжение на них будет одинаковой величины. А ток в каждой ветви будет определяться непосредственно сопротивлением. И чем выше сопротивление, да, при том же напряжении, тем будет, естественно, меньше ток. Да. Тут будет наименьший ток, тут больше, да, относительно этого. И тут будет самый большой ток, поскольку самое минимальное сопротивление.
Давайте сами в этом убедимся. Снова подключим третий резистор. Снова подключим 12 вольт. И измерим напряжение. Мы видим напряжение 12,41 или 42 вольта. И, кстати, по-другому, да, мы и не сможем никак измерить напряжение, поскольку это же у нас одинаковые точки. Имеется в виду с этой, да, стороны и с этой стороны. Между собой это будут разные, да, потенциалы 12,42. То есть мы видим на всех компонентах у нас по 12,42 вольта. И, естественно, подведенное напряжение будет точно так же 12,42 вольта. Ну а токи, да, у нас будут отличаться. Таким образом, подытожив последовательные параллельные соединения, заметим следующее, что при последовательном соединении у нас суммарное сопротивление всегда будет больше наибольшего, при параллельном соединении меньше наименьшего. В ветви с последовательно соединенными компонентами ток будет протекать через все компоненты одной и той же величины, а напряжение будет определяться резисторами, да, согласно закону Ома, ну то есть сопротивлением резисторов. В параллельной ветви, да, у нас будет противоположная аналогия. Напряжение будет одинаковой величины на всех компонентах, а ток будет определяться согласно закону Ома сопротивлением каждого из компонентов. Отлично, теперь мы можем двигаться далее. Теперь, друзья, давайте рассмотрим еще два важнейших правила, либо закона как в электронике, так и в электротехнике. Два важнейших закона функционирования электрических цепей. Это, собственно, два закона Кирхофа. Первый и второй законы Кирхофа. Их еще называют правилами Кирхофа, например. Первое и второе правило Кирхофа. Эти законы или правила, они очень простые и логичны. Здесь, опять же, ничего запоминать не нужно, достаточно уловить лишь логику. И все. Рассмотрим сначала первый закон Кирхофа. Кирхоф, как и Ом, является немецким ученым. После открытия Омом соответствующих закономерностей Кирхоф тоже подытожил, скажем так, или же обратил внимание на некоторые закономерности, которые упрощают анализ электрических схем практически сходу. Суть первого закона Кирхофа заключается в следующем. Алгебраическая сумма токов в узле электрической цепи равна нулю. Или же сумма токов, входящих в электрический узел, равна сумме токов, исходящего из этого узла. Давайте покажем. Это, к примеру, мы покажем просто точку, место соединения трех и более ветвей. Покажем эту ветвь без компонентов, чтобы их долго, да, не рисовать. Здесь могут быть и резисторы, и светодиоды, и лампы, что угодно. И все вместе, да, соединено последовательно. Это у нас будут последовательные, да, соединения. Это последовательно. И вот это. Собственно, все последовательные компоненты. И вот в этой точке, давайте покажем, у нас, к примеру, в эту точку входит ток, дадим ему имя или название И1. Затем с узла выходит ток И2. Затем, например, тоже выходит ток какой-то И3. Эти токи могут отличаться, могут совпадать. Входит ток И4, ну и давайте покажем еще, да, ток И5. Так вот, идея какова, без всяких строгих формулировок и тому подобное. Сумма токов, которые входят в узел, вот, например, И1 у нас входит в узел, И4, да, входит в узел, равна сумме токов, которые выходят из узла И2, И3, и 5. И в этом есть абсолютная логика, да? У нас ток не может нигде затеряться в узле. Аналогично он и возникнуть не может, да, в узле. То есть, например, у нас зашло суммарно 10 ампер, а вышло 15. Такого быть не может. Или зашло 10 ампер, а вышло 5 ампер. Такого тоже быть не может. Все 10 ампер, которые зашли, они и выйдут все 10 ампер. Просто распределены по разным значениям. Например, 2, 3 и 5. А зашло, например, 9 и 1. Может быть так. Поэтому, как мы запишем? Во-первых, давайте дадим знаки положительные тем токам, которые входят в узел, и отрицательные те, которые выходят из узла. Можно и наоборот, это не принципиально. Но только ж нужно одинаково, да, эти знаки применять для входящих токов. Да, если входящие с плюсом, то они все с плюсами. Исходящие, если с минусом, то они все с минусами. Или наоборот. Тогда для данного узла электрической цепи мы можем записать следующее. И1 со знаком плюс. Дальше видим И2 выходит. И2 со знаком минус. И3 тоже со знаком минус тогда будет. И4 входит, да. Тогда будет со знаком плюс. И5 выходит, будет со знаком
минус. И вот их сумма алгебраическая. Что значит алгебраическая? Это означает, что требуется учитывать знаки, положительные либо отрицательные. Если арифметическая сумма, то это мы просто все суммируем, да? 1 плюс 2 плюс 5 плюс 7 всегда будет плюс. А алгебраическая необходимо обращать внимание еще и на знак, плюс или минус. Будет равно нулю. Или же, если мы перенесем, да, за знак равно отрицательное значение, мы получим противоположный знак, то есть плюсы. И 1 тогда у нас будет плюс и 4 равно и 2 плюс и 3 плюс и 5. И 2 плюс и 3 плюс и 5. То есть, как видим, все довольно просто и логично. Теперь мы можем снова задействовать наши 3 резистора. Но смотрите, как мы их соединим. Давайте возьмем этот 1 килоомный резистор. И вот 3 килоомный соединим параллельно, давайте, с 10 килоомным. Вот так. И последовательно с ним 1 килоомный. И сюда подадим напряжение сейчас. Плюс и минус. Вот наша схема. Давайте ее изобразим сейчас на чертеже. Покажем, давайте, резистор R1. Дальше параллельно R2. Далее R3. Они соединяются, да, параллельно между собой. И дальше покажем, что здесь у нас будет подключена батарейки, ну, пускай будет на 4,5 вольта. Примерно, да, здесь у нас примерно 1 килоом, здесь у нас примерно 3 килоома и здесь примерно 10 килоом. Теперь давайте обозначим токи. Тут у нас, да, более высокий потенциал, ток у нас будет протекать в этом направлении. Это у нас будет ток И1. Дальше он будет растекаться на токи И2, ток И3. Теперь обратите внимание, эти токи, вот они идут, это же один и тот же ток. И дальше он теперь уже входит в узел, да, здесь он выходил с узла, а здесь он уже входит в узел. И2 аналогично и здесь. И3, а это, смотрите, это же у нас последовательная, да, цепь или же ветвь, в которой включен резистор R1 и источник питания 4,5 вольта. Внутреннее сопротивление мы показывать не будем. Можем им пока что пренебречь. И здесь у нас будет ток снова И1. Это этот же ток. Как видим, да, на этом участке цепи у нас ток входит, да, и 2 тока выходят. А здесь у нас, наоборот, 2 тока входят и 1 ток выходит. Отсюда мы можем записать следующее. Если примем этот ток со знаком плюс, то мы покажем И1 со знаком плюс, да, будет минус И2 и минус И3. Минус И2 и минус И3. Равно нулю. Или же И1 будет равен сумме токов И2 плюс И3. Теперь обратите внимание здесь, да, для этой точки. У нас будет все то же самое, только теперь эти два тока будут И2 плюс И3 со знаком плюс, а этот будет минус И1 равно нулю. Как видим, неважно, да, где мы примем знак плюс, где минус, но равенство у нас в любом случае будет работать. И мы теперь так покажем И2 плюс И3 равно И1. Да, вот с противоположной стороны. Хотя мы видим, это одно и то же уравнение, просто записано по-разному. Поэтому и не важно, мы примем ток, входящий в узел со знаком плюс или со знаком минус. Важно, чтобы это соблюдалось, да, аналогично для всех тогда токов. И теперь давайте соберем эту схему и измерим, да, ток. В этой точке можем показать такой, да, амперметр. В этой точке и в этой точке. Ну, обычно в схемах показывают еще так, да, звездочками. Показывают какие-то токи, если необходимо отрегулировать схему, там, например, с помощью переменного резистора. Ну, кстати, давайте с вами тогда подключим не 4,5, да, вольта, покажем вот здесь, а 12 вольт, чтобы у нас токи были, да, чуть побольше, скажем так, повеселее было. Точно так же плюс-минус. Давайте измерим ток И1, да, когда мы разомкнем вот этот резистор. Мы могли бы и здесь его, да, измерить. Вот так. Ну, можем и здесь. Здесь это будет один и тот же ток. Видим 3,8 миллиампера. Теперь измерим ток, давайте, проходящий через резистор R3. Здесь мы тогда замыкаем цепь, а здесь мы вот так разомкнем. Измерим. Видим 2,92. Запишем. 2,92 миллиампера. И ток через резистор R3, да, здесь будет минимальный ток, потому что это максимальное сопротивление. Этот мы вывод возвращаем сюда и размыкаем теперь цепь со стороны резистора на 10 килоом. Измеряем ток 0,88 миллиампер. Запишем 0,88 миллиампер.
И теперь давайте посчитаем. В принципе, уже и так, да, наглядно видно. 3,8 миллиамперы, да, показывать не будем. Равно, да, сумме этих токов. 2,92 плюс 0,88. И, собственно, мы сами получаем, да, ровно 3,8 равно 3,8 миллиампер. Как видим, первый закон Кирхофа или первое правило Кирхофа, да, довольно просто, логично и работает оно. Для чего нам, да, часто еще нужен будет этот первый закон Кирхофа? А, например, мы с вами знаем два каких-то тока, и чтобы третий ток не пересчитывать по закону Ома, да, то есть напряжение, да, где-то мы будем здесь узнавать сопротивление и тогда уже определять ток, мы можем сходу определить, например, вот этот ток. Он будет у нас равен разности, да, токов И1 минус И3, тогда мы находим И2. Или, например, мы знаем эти два тока, и тогда мы уже можем найти полностью, да, так называемый входной ток, да, вот этот И1, сложил всего лишь эти два тока. А если у нас еще будут сопротивления здесь одинаковые, тогда мы нашли один ток, второй ток будет аналогичным, да, поскольку два резистора, да, включены параллельно, напряжение на них одинаково, сопротивление их одинаково, токи одинаковые. Значит, мы этот ток умножили на 2 и получили входной ток в 2 раза больше, да, чем эти два тока. То есть это нам позволяет быстро анализировать какие-то участки электрических цепей. Отлично. Теперь перейдем ко второму закону Кирхофа. Обозначим. Второй закон. Если в первом законе Кирхофа речь у нас шла о токах, да, что у нас ток не может ниоткуда взяться, да, и никуда пропасть, то во втором законе Кирхофа речь идет о напряжениях. Проще говоря, мы можем сказать, что напряжение не может ниоткуда взяться, да, и никуда пропасть. Хотя формулировка звучит несколько замысловато и, скорее всего, будет непонятной для начинающих электронщиков. Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре электрической цепи, равна сумме падений напряжений. На сопротивлениях имеется в виду, либо на нагрузках. Судя из формулировки, не имея определенного опыта, да, это звучит непонятно. Но самый простой вариант, смотрите, даже мы вот с вами покажем пока что без эксперимента, а потом с экспериментом, да, с опытом. 4,5 вольта просто покажем. Внутреннее сопротивление мы показывать не будем. Представим, что оно очень низкое, а сопротивление нагрузки достаточно приличное. И вот мы уже сталкивались, да, с этим понятием. Пусть у нас будет R1. Так вот, обратите внимание, это у нас ЭДС. И эта ЭДС, она никуда не может, да, более деться, как быть приложенной к сопротивлению R1. Соответственно, у нас будет равно ЭДС равно напряжению на R1 у R1 или падению напряжения на этом резисторе. Поскольку у нас, да, цепь замкнута, в цепи будет протекать ток. Под действием протекающего тока и приложенной ЭДС здесь, да, будет на резисторе происходить падение напряжения. Иногда его еще обозначают дельта, да, как кусочек, либо просто УР, либо еще, да, как-то УРН нагрузки. Эта дельта тоже часто пугает людей начинающих. Но если мы с вами рассмотрим пример круг, какой-то сектор его, да, закрасим, то вот этот сектор мы можем так назвать дельта круга, кусочек круга. Точно так же этот кусочек напряжения. Но в данном случае, да, здесь не будет, да, кусочек, потому что здесь будет приложено все напряжение. Ну а если мы теперь возьмем другую схему, покажем, опять же, это ЭДС. И два резистора. Не будем указывать какие-то конкретные, да, сопротивления пока что. Саму идею покажем. Это R1 и R2. И теперь это ЭДС, поскольку у нас здесь ток, да, будет протекать. Она уже у нас распределится в зависимости от сопротивлений на резисторах R1 и R2. И это у нас будет тогда, покажем, UR1, а это у нас будет UR2. И тогда у нас ЭДС будет равна U R1 плюс UR2. А потому что больше негде, да, этой ЭДС еще где-то частично пропасть. Она будет только приложена в зависимости от сопротивлений к этим резисторам. Или же, если мы перенесем, да, за знак равно, то мы и получим точно так же результирующее значение, равное нулю. Е минус UR1 и минус UR2 равно нулю. ЭДС может быть несколько штук. 2, 3, да, например. Точно так же и сопротивление может быть и 2, 3. Давайте, к примеру, покажем еще две схемы. Покажем, что у нас здесь 3 ЭДС. Е1, Е2
и Е3. Обратите внимание, здесь точно так же нужно учитывать, да, направление ЭДС. Мы видим, что эти две ЭДС Е1 и Е2 направлены в одном направлении, и мы можем их сделать совпадающими с током, да, с направлением тока. Можем наоборот, да, без разницы. А эта ЭДС направлена против этих ЭДС. Тогда, как мы с вами запишем, давайте здесь покажем, Е1 плюс Е2 минус Е3 равно падение напряжения на этих трех резисторах, да, суммарно. УР1 плюс УР2 и плюс УР3. То есть тут мы падение напряжения всегда складываем. А здесь вот ЭДС нужно учитывать знаки. Давайте еще тогда покажем пример. Для этой цепи мы запишем следующее. Если мы выберем направление обхода контура, скажем так, по току, да, вот по часовой стрелке, тогда у нас эта ЭДС будет направлена, ну, скажем так, минус, да, в эту сторону, Е1. И мы тогда запишем минус Е1, Е2 у нас будет совпадать, да, плюс Е2, Е3 опять же будет направлено в сторону Е1, минус Е3 равно у R1 плюс у R2 и плюс у R3. Вот, собственно, и все. Но опять же, если мы перенесем это все за знак равно, то мы получим, да, минус Е1 плюс Е2 минус Е3 минус у R1 минус у R2 минус у R3 равно нулю. И теперь давайте выполним наш, скажем так, конечный, да, опыт касательно второго закона Киргофа. Будем использовать два источника питания. Сначала мы их включим согласно, то есть они тогда дадут нам суммарное напряжение этого источника питания плюс вот этого. А затем встречно, то есть развернем. Тогда у нас от большего, да, будет отниматься меньшее напряжение. Давайте это покажем. Пусть это наши условно, скажем, 12 вольт, да, хотя мы знаем здесь нечетко 12, чуть больше. А здесь 4,5 вольта, но здесь тоже чуть-чуть больше будет. Давайте тогда сразу две схемы изобразим и выполним соответствующие измерения. В этой схеме у нас источники соединены согласно, да, последовательно согласно. А здесь мы покажем встречно. Здесь видим минусы, да, у нас соединены. Ну, либо могут быть плюсы, если мы их оба развернем одновременно. Точно так же 12 вольт, 4,5 вольта. И наши три резистора, да, которые участвовали изначально во всех наших опытах. 1 кОм, 3 кОм и 10 кОм. И мы можем записать, да, теперь уравнение для данной цепи. Покажем, да, что это у нас Е1, это Е2, это Е1, Е2. Здесь у нас будет происходить падение напряжения на УР1, УР2, УР3. И аналогично здесь, да, уже не будем надписи здесь показывать. А я думаю, и так достаточно понятно. Запишем. Е1 плюс Е2 равно сумма. То есть мы видим, да, алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре, равна сумме падений напряжений на нагрузках в данном контуре. Собственно, это у нас и называется контур, да, замкнутый для протекания электрического тока. УР1 плюс УР2 плюс УР3. Для этой схемы мы покажем Е1 минус Е2 равно УР1 плюс УР2 и плюс УР3. Теперь давайте соберем соответствующую схему. Первым делом давайте соединим последовательно резисторы. R1 у нас на 1 кОм, дальше у нас идет на 3 кОм резистор и дальше на 10 кОм. Теперь возьмем источник питания, ЭДС, да, Е1, плюс его соединим с резистором R1. Вот согласно схеме, да, нашей. А вот минус мы давайте подключим вот в минусовую шину, вот сюда. Дальше в эту же минусовую шину мы подключим плюс батареек на 4,5 вольта. Ну, мы можем не обязательно, да, на минус, а просто где-то вот здесь в сторонке. Вот так. И теперь минус этих батареек мы соединяем с свободным выводом 10-килоомного резистора. Вот соединили. Теперь измерим суммарное напряжение, подведенное к трем резисторам. Обратите внимание, суммарное напряжение 17,21 вольта. Давайте здесь запишем, чтобы не двигать схему. 17,21. Это у нас должно равняться сумме падений напряжения на трех резисторах. На R1 1,21 вольта.
плюс на R2 3,71 вольта плюс на 10 килоомном теперь 12,27 вольта. 12 плюс 3 у нас будет 15, и здесь, да, у нас будет 16, и здесь 17, 21, но здесь мы видим не хватает 0,02 вольта. То есть некоторая погрешность в измерениях есть, но тем не менее эта погрешность, да, небольшая. На фоне 17 вольт 0,02 вольта это 0,02 от 1 вольта, да, это всего лишь 2%. А от 10 вольт это 0,2%, а от 17 это еще меньше погрешность. Теперь давайте поменяем местами плюс и минус вот этой батарейки на 4,5 вольта. Развернем, вот два минуса мы подключаем, и теперь у нас напряжение должно быть 12 вольт минус 4,5, да, то есть уже суммарное, да, поменьше, чем до этого. Видим 7,66 вольта. Давайте здесь запишем 7,66 равно. Это напряжение от 2 ЭДС. То есть это двух источников питания. Здесь у нас 0,54 вольта. На R2 1,65 вольт. И на R3, поскольку он обладатель, да, наибольшего сопротивления, на нем будет больше всего снижаться напряжение. 5,46 вольта. Плюс 5,46. Получаем то же самое, да, но у нас здесь будет 1,01 вольта не хватать. Вот мы видим 54 плюс 46, мы получаем ровно 6 вольт, плюс 1,65, получаем 7,65, да, здесь 7,66, а здесь 7,65. На 0,01 вольта, да, у нас не сошлось. И это вполне нормально, потому что это же у нас нестабильные источники питания, да, соответственно, они будут где-то по чуть-чуть просаживаться во время измерений, ну и тому подобное. Плюс у нас же сам вольтметр, да, имеет сопротивление, и когда мы вот так вот с вами подключаемся, мы чуть-чуть шунтируем, да, какое-то из сопротивлений. Так мы все сразу шунтируем, а так по кусочкам, несмотря на то, что это очень высокое сопротивление входное у таких мультиметров. Но тем не менее, такие погрешности, как мы видим, да, не прям идеально там 100% совпадает, а там какой-то меньше 0,1%, да, у нас не сходится. Это довольно точный результат. И еще такой некоторый момент, интересный или важный или логичный. Смотрите, когда речь идет о втором законе Кирхофа, да, когда у нас последовательно соединенные резисторы, то такая связка нам дает делитель напряжения, то есть суммарное, да, напряжение от источника питания, оно будет делиться между этими резисторами. И если нам нужно понизить, да, напряжение от источника питания, тогда мы включаем, да, ну минимум 2 резистора, а можем 3 и больше. И таким образом мы получаем делитель напряжения, если нам нужно снизить напряжение. Если же нам нужно снизить ток, то тогда мы параллелим, да, резисторы. Соединяем их параллельно. Тогда у нас суммарный ток будет делиться, да, между соответствующими ветвями. И мы тогда можем взять частичку от полного тока на каком-то из резисторов, соединив их параллельно. Таким образом, первый закон Кирхофа в некоторой, да, степени характеризует делитель тока, а второй закон Кирхофа – делитель напряжения. И последний важный параметр любой электрической цепи, который и будет завершать наш минимальный объем знаний в начальной электронике, это мощность. Мощность показывает, насколько сильно или интенсивно происходит потребление электроэнергии нагрузкой, да, например, лампочкой, или же насколько интенсивно отдается электроэнергия источникам питания, например, аккумуляторами, батарейками, или же электроэнергия из сети 220-230 вольт. Мощность измеряется в ваттах и равна произведению напряжения на ток. Давайте это покажем. Мощность в цепях постоянного тока обозначается буквой P и равна произведению напряжения на ток, либо наоборот ток на напряжение. Единица измерения ватт. И обратите внимание, если у нас напряжение равно нулю, то есть отсутствует напряжение, да, в электрической цепи, то и мощность будет равна нулю. Либо наоборот, если у нас просто есть напряжение, да, вот как на батарейке, либо на аккумуляторах, и отсутствует ток, то есть цепь не замкнута, то мощность точно так же будет равна нулю. А вот электроэнергия, давайте покажем E, либо E у нас, да, EDS, уже, скажем так, занята эта буква под EDS, покажем W или же W, будет равна напряжение на ток
и на время. Именно так высчитывают потребление электроэнергии наши счетчики электроэнергии, ну, либо любые другие счетчики электроэнергии. Для этого обязательно должно быть напряжение измерено, ток и время, в течение которого происходило потребление мощности, да, как мы видим. И здесь тоже все очень просто, логично, понятно. Если у нас отсутствует напряжение, да, то у нас никакого потребления электроэнергии происходить не будет. Если у нас отсутствует ток, то у нас точно так же никакого потребления электроэнергии не будет. Если у нас время, да, равно нулю, то есть у нас не происходило потребление тока в течение, да, никакого времени, скажем, нуля, то у нас и устройство не потребляло, либо не отдавало электроэнергию. Электроэнергия, как и любая другая энергия, измеряется в джоулях, но, естественно, на практике наши счетчики считают киловатт-час. И мы видим, да, киловатты или же ватты. Это дает нам произведение напряжения на ток. Ну, а час – это время Т. И отсюда, да, теперь с обратной стороны мы можем зайти, что мощность – это потребление электроэнергии за единицу времени. То есть, насколько быстро у нас потребляется электроэнергия. Чем быстрее потребляется энергия, да, в единицу времени, или же чем больше потребляется электроэнергии, да, в единицу времени, тем больше мощность лампы, да, условно, ну, любой другой нагрузки. Или же с обратной стороны, да, чем больше у нас отдается электроэнергии за единицу времени источником питания, тем более он мощнее, да, может больше эту мощность реализовать. Или чем больше мощности он отдает. И отсюда мы видим, да, что это у нас произведение напряжения на ток и на время. Мы делим на время, да, и получаем, что мощность это произведение напряжения на ток. Отсюда точно так же становится вполне логичным, что если у нас есть нагрузка рассчитана на какую-то мощность, вот мы можем посмотреть на лампу, на лампе здесь приведено напряжение, какое напряжение мы можем подавать на лампу, 12 вольт, и мощность этой лампочки 5 ватт. Естественно, у нас и источник питания должен иметь мощность не менее 5 ватт, да, чтобы обеспечить полную мощность соответствующей нагрузки. Как правило, источник питания, да, будет несколько больше или значительно больше его мощность, да, по сравнению с мощностью нагрузки. На аккумуляторах, например, не приводят мощность по одной простой причине, поскольку при одном токе у нас аккумулятор разрядится быстрее, да, при другом токе будет разряжаться медленнее. Но есть максимальный разрядный ток для каждого аккумулятора. Вот это, собственно, и есть его граничная или же максимальная мощность. То есть мы можем максимально этот ток умножить на напряжение и получить, какую максимальную мощность может отдать любой из аккумуляторов. Но этот параметр, да, максимальный ток, он, как правило, приводится в справочниках, поскольку на практике не часто пользуется тем фактом, что необходимо отдавать прям максимальный ток от аккумулятора. Обычно к аккумулятору подключают нагрузку, под действием которой ток будет протекать гораздо меньше максимального тока аккумулятора, и здесь уже будет более важна его емкость. Насколько, да, хватит такого аккумулятора при протекании соответствующего тока. Теперь обратите внимание, давайте еще раз перепишем вот эту простейшую формулу. Тоже есть логика, да. Если у нас отсутствует один из параметров, то у нас будет мощность равна нулю. То есть должно быть и ток, и напряжение. И теперь точно так же, зная закон Ома, I равняется U на R, мы можем, обратить внимание, взаимосвязать теперь уже эти 4 величины: мощность, ток, напряжение и сопротивление. Это как раз 4 основных параметра любой электрической цепи. Конечно, достаточно по логике 3 параметров: напряжение, ток, да, и сопротивление, но мощность, она вносит некоторую дополнительную конкретику, да, то есть мы уже понимаем, хватит нам, например, мощности источника питания, чтобы покрыть мощность потребителя, да, той же лампочки. И теперь обратите внимание, отсюда мы можем мощность определить любыми способами. Например, мы не знаем ток, зато мы знаем напряжение и сопротивление. Тогда напряжение мы оставляем, а вместо тока подставим напряжение, деленное на сопротивление. И мы видим, у нас здесь 2 напряжения, то есть у нас будет напряжение в квадрате, деленное на сопротивление. Аналогично, если мы знаем ток, но не знаем напряжение, да, знаем ток и сопротивление, тогда напряжение у нас из закона Ома будет равно ток на сопротивление, и мы теперь вместо напряжения, да, подставляем эту величину, и у нас получится ток на сопротивление и умножить еще раз на ток. Получаем I квадрат R
Аналогично, да, если мы знаем мощность, но не знаем сопротивление, да, и нам нужно определить либо ток, либо напряжение. То есть мы можем теперь, опираясь на две эти формулы, простейших и причем логичных, да, найти остальные параметры, ну, при достаточном количестве известных, да, параметров. Также обратите внимание, далеко не вся мощность, которая потребляется от источника питания, преобразуется в данном случае в свет, да, в свечение лампы. Если мы посмотрим, да, с вами, у нас лампа вроде хорошо все светится, но на самом деле она у нас светится за счет чего? За счет того, что разогрелась нить накала. То есть существенная часть энергии пойдет на нагрев нити лампы накаливания, то есть просто преобразуется в тепло. Аналогично, если мы будем использовать и светодиод, да, вместе с резистором. Не вся энергия светодиода пойдет на свет, да, часть будет расходоваться опять же на нагрев. Поэтому в зависимости от нагрузки, от типа, да, нагрузки, часть мощности будет расходоваться, скажем так, на выполнение полезной работы, да, на свечение, например, нити лампы накала, либо на светодиода. Проще говоря, часть электроэнергии будет преобразовываться в энергию света или в световую энергию, а часть будет расходоваться на нагрев, да, на тепло. Аналогично, если мы посмотрим двигатель, часть энергии будет преобразовываться в механическую энергию, да, на вращение вала двигателя, а часть энергии будет расходоваться на нагрев. И естественно, чем больше энергии будет расходоваться на нагрев, тем сильнее, да, будут греться соответствующие компоненты, либо лампочка, либо двигатель и так далее. Ну и, собственно, та энергия, которая расходуется на нагрев, она, по сути дела, безвозвратно теряется, то есть она никакую пользу не несет, если это у нас не обогреватель. Да, вот для обогревателя как раз важно, чтобы вся энергия расходовалась на тепло, а для остальных компонентов это будет вредным нагрев компонента. И если нагрев превысит допустимую температуру, то просто устройство выйдет из строя, да, перегорит, например, как светодиод, как лампа, либо любое другое устройство. И как же нам оценить по теплу, да, по температуре, например, да, в Цельсиях, перегреется ли лампа, не перегреется, перегреется ли резистор, либо не перегреется. Вот, например, резистор — это электронный компонент, в котором вся энергия полностью расходуется на нагрев или же преобразуется в тепловую энергию, как в обогревателе. Поэтому весь ток, да, который будет протекать через резистор, будет приводить к нагреву резистора. А именно с точки зрения физики ток приводит к нагреву каких-либо компонентов, поскольку это движение электрических зарядов, да, упорядоченное, и они как раз ударяются от там внутренние, да, кристаллические решетки, либо некристаллические решетки различных компонентов. Это приводит как раз вот такое столкновение, да, такие столкновения зарядов с структурой самого элемента к нагреву. Ну, как молотком просто бить, например, долго по гвоздю, то он нагреется. Точно так же это будет происходить и здесь. Но здесь вся энергия, да, которая будет выделяться на резисторе, она как раз и будет приводить к нагреву резистора. Поэтому нужно как-то определить, перегреется ли резистор при протекании какого-то тока, да, и, соответственно, при напряжении, или не перегреется. Поскольку если мы неправильно выполним некоторые расчеты, то может оказаться так, что сопротивление у нас достаточное для ограничения, к примеру, тока, протекающего через светодиод, но он будет при этом слишком перегреваться и просто выйдет из строя, да, сгорит. И чтобы вот это оценить, сгорит, не сгорит, да, перегреется, не перегреется, резистор, либо любой другой компонент, транзистор, кстати, точно так же, либо тот же светодиод, вводится такой параметр, как допустимая мощность рассеивания, то есть это ту мощность, которую способен рассеять резистор, не перегреясь. Но резистор такой компонент, у которого вся мощность будет преобразовываться в тепло. Поэтому резисторы характеризуются таким параметром, как допустимая мощность рассеивания. И определяется эта мощность рассеивания аналогичным способом. И нам для определения допустимой мощности рассеивания резистора достаточно знать два любых параметра. Либо ток и сопротивление, как правило, да, сопротивление резистора мы знаем, поэтому достаточно нам узнать ток. Либо напряжение и сопротивление, да, либо напряжение и ток, даже не зная сопротивления резистора.
Поэтому, кроме сопротивления, другой важнейший параметр резистора является мощность рассеивания. Поэтому мы себе всегда это четко можем представить и даже не запоминать. Зная лишь тот факт, да, что протекание тока вызывает нагрев, значит надо как-то учесть этот нагрев, да, чтобы компоненты не перегрелись. И это учитывается как раз посредством мощности рассеивания. Аналогично, смотрите, это относится и к светодиоду. Аналогично это относится и к транзистору. Вот если мы покажем, что у нас транзистор открыт, давайте покажем, да, биполярный какой-то транзистор в режиме ключа, будет через него, да, протекать ток. Но сопротивление транзистора, оно не нулевое, то есть транзистор даже в открытом, да, состоянии будет иметь некоторое сопротивление. Мы можем это сопротивление, да, в некотором смысле вот так обозначить. Нам даже не надо, да, знать это сопротивление. Мы просто можем измерить падение напряжения на открытом транзисторе. И мы можем просто показать, что это у нас напряжение ВТ в открытом состоянии. Ну, либо падение напряжения. Без разницы, как мы его назовем, мы просто можем мультиметром измерить это напряжение. А также можем мультиметром измерить ток, да, протекающий через транзистор. И зная эти два параметра, мы уже можем определить мощность, которая выделяется на транзисторе в открытом его состоянии. В закрытом состоянии, да, мощности никакой не будет, потому что ток протекать не будет. Ну, практически, да, не будет протекать. А вот в открытом будет протекать. А вот в полуоткрытом еще, да, будет хуже ситуация, когда резистор будет работать в режиме усилителя. Ну, в линейном, скажем так, режиме. Поэтому, зная, да, падение напряжения на резисторе между эмиттером и коллектором и ток, который протекает, мы можем определить мощность, да, его. Эту мощность часто обозначают PD, Power Dissipation, мощность рассеивания. Эта же мощность характерна и для диодов обычных, да, и для светодиодов. У нас ведь протекает ток, покажем, да, здесь какое-то напряжение через обычный диод. И здесь, естественно, будет образовываться падение напряжения. И зная это U, это I, мы что с вами сделаем? Определяем мощность, которую будет сейчас выделяться как раз в виде тепла на этом диоде. И если мы посчитали, у нас эта мощность, например, 0,1 Вт, а допустимая мощность рассеивания диода, а она приводится в справочниках обязательно и для диода, и для транзистора, и для резистора. К резистору мы сейчас вернемся. И если мощность, да, там допустимая у нас 0,5 Вт, то все хорошо. У нас реальная мощность, да, которая сейчас выделяется в виде тепла на диоде, будет меньше допустимой мощности, а значит диод не перегреется. Аналогично это относится и к транзистору, и к резистору, и к стабилитрону, и к различным другим микросхемам, и к электронным компонентам и так далее. Обратите внимание, чем больше размеры резистора, тем больше его мощность рассеивания. Соответственно, при одном и том же напряжении через такой резистор можно пропустить больший ток. И мы видим, да, вот у нас минимальных размеров резистор с мощностью рассеивания примерно 0,25 ватта. Дальше, да, у нас где-то будет там полуваттный, 1-ваттный, 2-ваттный и так далее. На таких резисторах даже мы видим четко приводится мощность рассеивания 5 Вт, да, 1 кОм 5 Вт. На таком 10 Вт, на таком 20 Вт. Опять же, подробно всю информацию о резисторах, да, о их маркировке, допусках, отклонениях, мощности рассеивания с множеством нюансов я уже рассказывал и на данном канале, и также на украинском канале, и, естественно, более это все есть расширено в курсе по электронике для начинающих. А здесь же опять мы прослеживаем логику, да. Чем больше размеров резистор, тем больше его поверхность охлаждения, да, тем он больше способен рассеять тепла, а соответственно, тем больше его допустимая мощность рассеивания. Бывают, конечно, некоторые нюансы, если мы возьмем резисторы даже одинаковых размеров, то бывает так, что один резистор имеет большую допустимую мощность рассеивания по одной простой причине, что корпус, ну, в общем-то, материал, из которого выполнен резистор, кроме токопроводящего, да, слоя, лучше отдает тепло, да, чем аналогичный резистор, но выполненный из другого материала, соответственно, его можно сделать меньше габаритов при той же допустимой мощности рассеивания. И теперь давайте выполним простейший пример. Пусть у нас есть светодиод белого цвета, и у нас есть вот аккумулятор, да, на 12 вольт. Ну, здесь будет у нас побольше, чем 12. Но мы можем принять 12, просто потом заложить некоторый запас. Мы, конечно же, знаем, что если мы подключим напрямую, да, светодиод, он у нас сразу выйдет из строя, мы даже и не успеем это заметить. И такой же опыт мы проделывали. Вот, и теперь наша задача заключается в том,
Мы сейчас, да, это сделаем в ускоренном варианте, хотя на этих вопросах я останавливался подробно и на данном канале, опять же, и на новом. И в курсе, естественно, потому что это базовые вещи, от которых просто невозможно уйти, их нужно четко понимать и представлять. Поэтому для ограничения тока, протекающего через светодиод, необходимо, да, правильно рассчитать его резистор, да, и сопротивление резистора. И, например, светодиод белого цвета имеет падение напряжения примерно 3,6 вольта, там 3,6, 4 вольта. Можем принять 3,6 вольта. Давайте покажем это на схеме, давайте его и установим. Вот на макетную плату покажем, да, наш недостающий элемент. Вот у нас светодиод, кстати, который тоже, да, характеризуется допустимой мощностью рассеивания. Но здесь проще, да, все выполнено. При известном напряжении задан ток. А мы знаем напряжение и ток, мы можем сами посчитать мощность. Да. На практике не всегда удобно пользоваться мощностью и напряжением. Иногда гораздо удобнее пользоваться напряжением и током. Но зная эти два параметра, мы всегда можем определить мощность. Теперь давайте поставим плюс вот сюда, да, а минус со стороны катода светодиода. Вот. И теперь нам необходимо здесь подобрать резистор. Мы даже сами можем вот как поступить. Измерить реальное напряжение, которое у нас присутствует на аккумуляторе. Видим 12,44 вольта. Покажем это сейчас на схеме для большей наглядности. Вот наш аккумулятор. Покажем даже так, да, 12,44 вольта. Хотя, конечно, на практике так никто, да, не задается. Обычно знает максимальное напряжение аккумулятора. К примеру, пусть даже, да, мы округлим 14 вольт, поскольку нужно выполнять расчет, исходя из максимально возможного напряжения. Иначе, если мы рассчитаем, да, из минимального напряжения, например, на 12 вольт, и зададимся максимальным током при 12 вольтах, выполним соответствующий расчет, то когда напряжение поднимется до 14 вольт, да, когда мы полностью зарядили аккумулятор, то у нас ток превысит уже граничное, да, значение, которое мы здесь зададим. Вот, и теперь покажем резистор и светодиод. Это у нас LED, это у нас R. Внутренним сопротивлением источника питания, да, мы пренебрегаем. Наша задача определить сопротивление, да, для начала. И теперь обратите внимание, здесь опять же присутствует логика, но эта логика выражена вторым законом Кирхофа и свойствами последовательно соединенных компонентов. Да? Нам необходимо обеспечить, да, ток, протекающий через светодиод, порядка 20 мА. Все вот такие светодиоды рассчитаны примерно на ток 20 мА. То есть у нас в этой всей цепи должен протекать ток, да, здесь, через аккумулятор 20 миллиампер. 20 миллиампер это будет в амперах 0,2 ампера. Дальше. Ведь для того, чтобы определить сопротивление резистора, нам необходимо по закону Ома знать напряжение на резисторе и на ток, протекающий через резистор. Ток, протекающий через резистор, ток, протекающий через светодиод и источник питания, это один и тот же ток, то есть 20 миллиампер. То есть ток мы нашли, да, мы его задали светодиодом, то есть этот ток не должен превышать 20 миллиампер. А вот теперь вспоминаем второй закон Кирхофа. Для того, чтобы определить часть напряжения от источника питания, да, никуда не может пропасть, она только лишь распределится между нагрузками, то есть между сопротивлением и светодиодом. Светодиод мы давайте сами примем напряжение на нем 3,6 вольта. Соответственно, здесь у нас 12,44, а здесь 3,6. И мы видим, что разница напряжений, да, будет поглощена резистором, да, должна быть поглощена резистором. И мы можем здесь написать 12,44 минус 3,6. И теперь мы можем точно так же и здесь написать 12,44 минус 3,6. И мы сами получим сопротивление 442 Ома. Естественно, это не стандартный номинал сопротивления, поэтому можем принять стандартный номинал 470 Ом. И коль мы примем чуть больше, да, сопротивления расчетного, соответственно, у нас будет ток протекать чуть меньше. То есть мы не выйдем за максимальное значение 20 миллиампер. Но обратите внимание на такой нюанс. Сопротивление одного, его недостаточно, да, для резистора. Нужно знать, перегреется этот резистор или не перегреется. Тогда следующий параметр. Мы определяем мощность рассеивания резистора. И мощность рассеивания данного резистора покажем 0,25 Вт. То есть 1/4 ватта. Опять же, как я это определил, да, визуально. Это все довольно просто.
об этом я также подробно рассказывал. Сейчас мы это рассматриваем лишь в общей концепции, чтобы понимать все ядро начинающего электронщика, да, объем знаний. Тогда реальную мощность мы сами можем как просчитать? Ну, давайте 470, это сопротивление, умножим на ток. У нас ток будет, да, реальный, несколько ниже 0,02 ампера, но мы можем его задать. Тогда мы точно будем знать, что у нас реальная мощность не превысит ту, которую, да, мы сейчас рассчитаем. 0,02 в квадрате, да, поскольку мы знаем, что P мы можем посчитать через R на I квадрат, или наоборот, I квадрат R, или через напряжение, да, зная вот это напряжение, мы можем умножить на ток на 0,02 ампера и получить соответствующую мощность. Давайте посчитаем. А мощность у нас получилась 0,188 Вт. То есть мы видим, что эта мощность у нас расчетная, которая будет выделяться на резисторе, когда мы его так включим в цепь, не будет превышать 0,25 Вт. Но также есть резисторы с мощностью рассеивания 0,25 Вт. Они еще несколько меньше в корпусе. Вот, половину, да, от этой мощности. И вот резистор с такой мощностью рассеивания уже применять нельзя. Давайте теперь соберем нашу цепь. Вот, мы включили резистор и видим, светодиод, да, у нас светится. Можем, кстати, измерить падение напряжения на этом светодиоде. Точное значение падения напряжения на светодиоде никто не приводит, приводят, как правило, диапазон, поскольку имеется достаточно такой ощутимый разброс параметров ввиду нелинейности характеристик светодиода, точно так же, как и коэффициент усиления биполярного транзистора не задают одной величиной, а приводят диапазон. Измерим. Видим, да, у нас даже меньше здесь падение напряжения, 3 вольта на данном светодиоде. Тогда здесь у нас будет, да, согласно второму закону Кирхофа, остальное все напряжение от общего напряжения вот этого аккумулятора. Давайте измерим ток. Теперь разомкнем цепь. Видим, ток у нас 19,9 миллиампер. Скажем так, в притирочку, вот 20 миллиампер, это максимальный как раз допустимый ток. Поэтому что у нас сейчас произошло? У нас реальное падение напряжения на светодиоде меньше, которого мы приняли, да, вот 3,6 вольт расчетное, но мы приняли резистор чуть большего сопротивления, и, соответственно, это скомпенсировало, скажем так, друг друга, и мы получили эти же 20 миллиампер. И вот смотрите, сейчас мы можем опытным путем определить, какая же мощность рассеивается или же выделяется на резисторе. Видим 9,27 вольта, а ток мы только что измерили, протекая через него 0,02 ампера. И когда мы собрали такую реальную схему, да, мы теперь можем уже четко себя перепроверить, перегреется этот резистор или не перегреется. Мы просто, да, берем, подставляем реальное значение. Напряжение у нас было 9,27 вольта, а ток 0,02 ампера. Получается реальная мощность 0,185 Вт. И мы видим, да, что эта мощность, она не превысит допустимую мощность рассеивания данного резистора. Аналогично мы сами, да, можем измерить ток. Ну, мы уже знаем, да, ток на светодиоде, и напряжение на нем мы точно так же знаем. 3 вольта мы умножаем на 0,02 и получим 0,06 Ватта мощности у нас потребляет светодиод. А суммарно, обратите внимание, потребляемая мощность от источника питания будет равна как раз сумме мощности, потребляемой и светодиодом, и резистором. И мы ее можем опять же легко посчитать, измерив ток и напряжение, да, подводимое. И мы будем знать, сколько мощности отдается от источника питания. Также, если мы сами посмотрим различные блоки питания, например, на этот мы видим выходное его напряжение output 12 вольт, а ток 1 ампер. Соответственно, выходная его мощность будет 12 ватт. И здесь же приведено 12 ватт. То есть здесь указали и ток, и напряжение, и мощность. То есть все три параметра. Если мы возьмем другой блок питания, то мы сами видим снова output, да, 13,5 вольт и 1,5 ампера. Здесь мощность не привели. Соответственно, если мы 1,5 умножим на 13,5, мы получим выходную мощность. Но здесь привели входную мощность, да, показали, что вот 30 ватт блок питания. Или же это и есть выходная мощность, просто ее отдельно показали. А здесь у нас входное, да, напряжение 220-240 вольт, частота и 0,4 ампера, это на стороне первичной, да, на стороне высокого напряжения.
Аналогично здесь мы видим выходные параметры 12 вольт, 1 ампер. Соответственно, 12 ватт выходная мощность. То есть о чем нам, да, говорят вот эти параметры блоков питания? Что мы можем подключить нагрузку при заданном напряжении не более там 30 ватт, да, не более там 12 ватт. Или же при том же напряжении выходном, например, при 12 вольтах, нагрузку с током не более 1 ампер, к примеру. Вот если мы посмотрим блок питания ноутбука, то здесь мы видим DC output, да, выходное напряжение постоянное, 20 вольт, 16,5 ампер, 330 ватт. Здесь и ток, и мощность, да, привели для удобства. Например, на данной лампочке указано напряжение и мощность, да. Зная напряжение и мощность, мы можем определить ток, да. Ток у нас будет равен мощность, деленная на напряжение. И у нас 5 ватт, деленное на 12 вольт, примерно 0,42 ампера. Соответственно, мы можем минимум 2 таких лампочки, включенных параллельно, запитать от такого блока питания, у которого 12 вольт и 1 ампер. Да? Давайте ради интереса сейчас включим этот блок питания. Вот его разъем. Я включил его 220 вольт, естественно. И мы можем подключиться вот таким образом. Вот видим, лампочка, да, у нас светится. И блок питания, да, у нас работает нормально, способен обеспечить мощность для этой лампочки. Аналогично мы, кстати, сами проделывали, да, опыт уже для светодиодной ленты. Здесь она уже имеет несколько больший ток 1 ампера, где-то 1100 миллиампер, но тем не менее. Давайте сейчас точно так же попробуем засветить светодиодную ленту от данного блока питания. Вот видим, светодиодная лента светится. Но для блока питания это уже предельная мощность. Мы можем, кстати, да, опять же опытным путем с вами измерить реальный ток, который потребляет сейчас светодиодная лента. Он может тоже, да, оказаться четко там 1 ампер. И блок питания у нас тоже рассчитан на 1 ампер. Тогда они будут, да, хорошо работать. Но опять же, блок питания должен иметь чуть-чуть больший запас по току. Вот, собственно, да, что собой представляет мощность и как ее нужно учитывать. Если мы рассматриваем мощность в контексте допустимой мощности рассеивания, тогда мы с вами можем оценить, перегреется наш компонент или не перегреется, да, когда он будет работать. А также нам мощность, да, необходима для того, чтобы мы четко знали, хватит ли нам мощности источника питания покрыть мощность, потребляемую потребителем, собственно, да, или нагрузкой. Ну что ж, друзья, теперь, я надеюсь, вам стало яснее, каким моментам следует отдать предпочтение на начальном этапе изучения электроники, да и в целом электрики. Следующий этап — это переменный ток, конденсаторы и катушки индуктивности. Если вам интересен такой формат, как данное видео, то пишите в комментариях, продолжим. А теперь будем прощаться и до встречи в следующем видео. Пока!